Всех с летом, ну или с чем-то на него похожим. С вами Схарт, и это обзор актуальных на данный момент ивентов, обновление игры за прошлый месяц, немного экономики и ответов на вопросы от разработчиков. А еще мы открываем рубрику «Памфлет». За пару миллиардов мы с вами сочиним четверостишье, раскрывающее всю правду о ком-то. Враг позорно сбежал из боя, и об этом никто не знает? Получили скоропортящиеся разведданные на врага, но сейчас вы с ним плюса? Пишите мне в личку, сочиним и опубликуем на канале на 2 языках. И помните, памфлет не реклама, это контент. И не забудьте поставить лайк этому ролику и подписаться, а то статистика говорит, что вас дофига смотрит наше видео без подписки. Это сдерживает наше развитие и выход новых роликов. Ивентов в этом месяце внезапно мало. Сейчас активно только колесо Golden Age, где добавили новые ядра на фрейтеры. А второй ивент не дает наград напрямую, но до 14 июня он бустит на 100% добычу планетарки, срезает налоги в Амар, а также увеличивает, чтобы это не значило, страховые контракты на страховых модулях в клаймах. Кстати, ими кто-то пользуется? Напишите в комментариях. Я за все время построил только одну гилду. А поскольку особых изменений на рынке сейчас нет, то и экономический отчет мы засунем прямо в это видео. Если коротко, то Плекс на 31 мая можно приобрести по 2,5 миллиона. Цена внезапно просела буквально за день до замера, ведь 27 мая Плекс был 2,7 миллиона. Моя версия причины снижения цены – наплыв игроков. Возможно, очень долго не было нового контента, вот народ набежал снова качать игру и донатить на новые кораблики. Вся руда просела, цифры на экране. Акселераторы добычи не поменялись, а вот плазмоиды были убиты ивентом на двойную добычу планетарки. Прошлая коррекция заняла 1,5 месяца, будем ждать и копить топливо. Проще говоря, хотя майнинговые капиталы есть у единиц, рынок уже заранее рухнул. Скоро строить корабли будет рентабельно прямо в житии. А теперь переходим к самому вкусному. Как ни странно, этот патч помимо капитальных копалок и Ноктиса принес нам много мелких, но приятных изменений. В игру добавлены 3 новых корабля – Ноктис, Орка и Роркул. Первый это Т-8 Сальвагер. Поскольку чипы под навыки Сальвага не завезли, все еще бесполезный дорогой хлам. Орка это Т-10 Субкапитал, а значит его пускают в хайсеки. Имеет солидный трюм и может бустить команду копателей со стрип-майнерами процентов на 13-14. Копает особыми дронами, но не то чтобы сильнее, чем Коветр 2. Без навыков точно. По нашим прикидкам, чтобы более-менее вводить Орку, нужно 16 миллионов скиллпоинтов. Роркул это полноценный капитал, который уже не лезет в хайсечные гейты, перемещается прыжками на маяки и копает более крутыми майнерскими дронами, дистанция копки которых соизмерима с Коветром. Умеет жать руду прямо в трюмы всего майнерского флота до состояния Рич, то есть в 10 раз. Уже Рич руда не жмется. Рорка стоит конских денег и вряд ли появится в общественном пользовании. Да если появится, то не более чем 1-2 штуки на Альянс для корпоративных операций под прикрытием. А теперь пройдемся по менее масштабным нововведениям патча. Забавно, что многие идеи из этого патча я когда-то в том или ином виде описывал в чатике, где 100% присутствовал один разработчик, так что я либо Ванга, либо кто-то нещадно использует мои предложения. Я кашляну около таких нововведений. В локациях минус 0.8 и ниже появились новые релики, где можно найти чертеж на интеграционные риги 4 уровня. Сам спавн реликов увеличен на 33%. Добавили новую майнерскую капитальную точку в клаймовых системах Spire Detection Array. По словам уже нашедших, на точке спавнится 4 волны майнерских конвоев с орками, рорками, коветрами, а в конце даже дредами и карами. Именно на таких аномалиях можно получить новые чертежи и обломки для производства и фитинга новых капиталов. А еще там есть пояс со сжатой рудой, плюс руда падает из кораблей. Суммарная награда за все корабли где-то 290 миллионов. На поясах 7 плюс уровня можно найти потерявшуюся баржу пиратов, разобрав которую можно залутать сжатую руду. Прокюрер перенесли на Т-8, а Коветр на Т-9, без изменения стоимости производства. Долго мы этого ждали, прям долго, хотя решение очевидно. Шанс появления сжатых поясов увеличен на 300%. От нуля. А запасы руды на всех поясах увеличено вдвое. Количество космических аномалий было перебалансировано по непонятному алгоритму, где-то стало больше, где-то меньше. В скаутке 9-10 уровней добавлены новые майнерские чертежи. Ore Gravity Well Trap теперь расходует меньше топлива и перезаряжается 2 дня вместо недели.
Сестринские корабли и фрегаты разведки получают пассивный бонус на эффективность работы анализатора +1. Теперь на станции можно сортировать персональное имущество по удаленности от вас и по типу станции. В списке ваших ордеров на покупку или продажу наконец-то можно ткнуть на товар и получить информацию о нем. Ну тут без комментариев. Снова вернули PvP миссии в Concord Pass. А теперь традиционная порция ответов, почему вот этой классной фичи в игре не появится. Очередной раз игрокам попытались объяснить, что делать гвард из капитала очень плохая идея, не будет такого, смиритесь. Аватарки не то что импортировать, но даже менять не дадут. Обновление древа кораблей в планах, и кажется, туда наконец-то добавят транспортные индустриалы. А еще будут медали за выслугу лет в игре. И звук переполненного трюма тоже. Навыки Сальвагера все еще будут через чипы, никакого особого контента под них не будет, только Ноктис. Аналогов фенов или баллистических компьютеров для майнеров не будет. Корпоративных миссий для перевозчиков тоже нет в планах. Зато добавят маркер «Продано» в донатном магазине на лимитированных товарах. Проблему с невозможностью выставить 2 байордера на одной станции предлагают решить размещением ордеров на разных станциях. Возможно, добавят индикатор при появлении нового контракта, как у ивентов и боевого пропуска. Ну и эксклюзив из прошлой сессии. Давать возможность получать баунти в исках за руду считают рисковым шагом и опасаются вводить. Продолжаем есть кактус. Ну а на этом все. Ссылки для пожертвований в описании. Становитесь спонсорами и плюсами нашего канала. Пишите мне в личку, если есть предложения по выпуску или о сотрудничестве, а также оставляйте ваши ценные отзывы в комментариях. С вами был Схарт, Sky News Industry, конец связи. А еще у основателя нашего проекта Let's Play 1 июня случился день рождения, так что давайте его дружно поздравим в личку.